Итак, это снова Илья. В этом видео я хотел бы поговорить про правильный путь в жизни человека. Потому что очень часто слышу эту тему. И она существует в виде некого стереотипа, да, что вот существует правильный путь в жизни, да, как будто бы это некий алгоритм действий, который якобы способствует становлению на правильный путь. Будто бы ты встал на него и все, ты на правильном пути. И во многом эта идея всячески продвигается представителями коммерческих психологических услуг, потому как им выгодна идея об изначальной неполноценности человека. Я прекрасно понимаю, что каждый человек проходит различные стадии становления себя как участника социума, в котором он живет. Но когда я слышу в интернете рекомендации вроде «если вставать в 5 утра, то получишь то-то, то-то», или «если ты будешь делать зарядку каждый день, то получишь то-то, то-то», и в конце этих заголовков всегда есть многоточие, которое как бы побуждает человека кликнуть по нему. Так как пользователю интернета становится интересно, что же будет с ним, если он будет вставать в 5 утра. На самом деле, как я думаю, никакой совет делать что-либо просто механистически не даст ничего, так как человек ожидает какого-то определенного эффекта от этого действия, или даже не может знать, для чего он это делает. Вообще, действуя исходя из предубеждения, что ты изначально неполноценен, не приведет ни к каким конструктивным результатам, потому как неправильно их психологическая предпосылка. Я сейчас не говорю о том, что нужно прекратить обустраивать жизнь вокруг себя. Я говорю о том, что человек должен действовать исходя из своего состояния как из центра, а не из неполноценной периферии, коей он себя изначально представляет. Действовать человек должен из принципа, что у него уже все есть. И своим устремлением он всего лишь расширяет спектр своих возможностей. Я слышал, как один из деятелей на Ютубе говорил о том, что все человеческие действия должны быть производной его мировоззрения, а не просто механистическим действием. Но у меня возникает вопрос, что мы понимаем под мировоззрением? Как будто бы мировоззрение это есть нечто законченное, через призму чего человек должен воспринимать мир. А что, если возникает ситуация, которая может не вписаться в это мировоззрение? Опять же, здесь продвигается идея о том, что человек без мировоззрения неполноценен. Но ведь и мировоззрение тоже может быть механистическим актом, как и любое другое действие. Мировоззрение это не есть некая призма, гарантирующая некую полноту существования. Ведь весь вопрос в том, какие идеи определяют это мировоззрение. На мировоззрение человека может оказывать влияние религия, его социум, пропаганда. Причем первое и второе – это проявление последнего. Так или иначе, любой акт человека, который явился следствием того, что он принял некую идею на веру, будет для него губителен, потому что он действует в обход своего чувства и собственного осмысления. Представление о мировоззрении как отделении на черное и белое – это весьма себе клинический случай. Хотя с позиции самой структуры общества выгодно культивировать в его голове такое представление о жизни, потому как человек в этом случае становится его удобной частью, выполняющей определенные функции.
Правильным для человека может быть только тот путь, который ведет его к себе, а не от себя. И путь человека к себе не может быть указан ему никакой идеей, принятой извне, потому как любая внешняя идея, принятая без собственного осмысления, превращается для человека в идеологию, которая в дальнейшем определяет весь его жизненный путь. Не существует рекомендаций о правильном пути в жизни, потому как этот путь должен проецировать сам человек, действуя от собственного чувства и от собственного осмысления, но не воспринимая некие рекомендации как руководство к механистическому действию. Вставать в 5 утра – это не более чем идея, предполагающая самим человеком необоснованную убежденность в том, что если просто механистически вставать в 5 утра, то это приведет к неким продуктивным изменениям. А если на текущий период времени мне не нужна продуктивность, если я хочу, допустим, спать, я понимаю, что иногда механистическое действие нужно просто для того, чтобы получить некий опыт, потому как это необходимо для построения нейронных связей в человеческом мозге, которые, собственно, и формируют то или иное отношение человека к этим процессам. Но когда механистическое действие воспринимается как идея, то это уже нечто не вполне здоровое. Допустим, чтобы научиться водить автомобиль, человеку рано или поздно придется сесть за руль. Но сидение за рулем как идея просто ради сидения за рулем бессмысленно, потому как оно имеет смысл только в случае, когда человек хочет или вынужден учиться водить. То есть вставать в 5 утра нужно для чего? Продиктовано ли это вставание некой потребностью? Если человеку хочется встать в 5 утра и сделать пробежку, то это отлично. Но если это делается механистически ради достижения даже не сформулированных целей, то это не имеет смысла. Представьте себя в конце жизненного пути, глядя на себя сегодняшнего со стороны. Удовлетворены ли вы будете тем положением себя, который гонится за правильным путем в кавычках, только потому, что это нормально с позиции шаблонов социума? Я не говорю о том, что нужно уйти в лес и жить там. Я говорю о своей собственной идентичности самому себе, тому, кого вы любили бы безусловно, независимо от каких-либо социальных атрибутов. В этом случае не действие как таковое имеет целесообразность, а действие, исходящее из самой личностной потребности, где нет понятия целесообразности, потому что потребность внутренняя, а не продиктованная шаблонами общества.